Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз 6 дверей судьбы, коридор затмений, август месяц. Какую откроете вы? И какие двери откроет судьба? События, которых вы не ожидали. Вот давайте узнаем. В августе у нас происходит важное событие, астрологическое, коридор затмений. Это происходит с 12 по 28, то есть это вторая половина месяца. И начинается этот коридор с 12 августа и завершится, и начинается солнечного затмения в знаке Лев. Полное солнечное затмение завершится частичным лунным затмением в знаке Рыбы. И у многих из нас будет такое ощущение, что вот скоро что-то будет меняться. Эти 2 недели приносят значительно больше смыслов, чем мы можем подумать. А главное, приоткрывают именно двери будущего. Сам по себе период таков, что будьте внимательны, потому что тут все не случайно. Если люди какие-то присутствуют в вашей жизни, какие-то вопросы вы решаете, так и знаете, что для вас это как судьбоносная подсказка. Потому что тут не просто как какие-то темы, которые могут быть, могут не быть, а тут нет. Тут вот именно начинается то, что мы называем с вами последствия. И это значительно судьбоносно, нежели нам может поначалу показаться. Тем более с учетом смены кармических узлов 18 августа, по сути, в середине месяца. Этот период до конца августа подсказывает, в чем будут значимые изменения в вашей жизни, вплоть до конца марта 2028. Вот смотрите. Много людей, мы всегда говорим, да, так карта перевернулась. Я сегодня специально взяла колоду 78 дверей. И чтобы мы видели, какие двери открыты, какие закрыты, вот так наглядно. И у нас 7 жезлов, человек, вот присмотритесь. Даже не понять, не то он открывает эту дверь, не то он собирается закрывать. Это нам о чем? Тем более 7 жезлов. Это всегда какая-то история, которую нам проанализировать определенно стоит. Это мы перед некоторыми открываем двери или готовы ее открыть, но перед некоторыми персонажами точно будем закрывать. И вот так вот карта нам уже сразу дает как напутствие. Тебе придется как будто Овен выбирать. И вполне вероятно, кстати, завершение лунным затмением, это наступает какая-то ясность, мои дорогие. И как тайное становится явным, так и некий сюжет подводит нас к какому-то итогу или финалу. Итак, рассмотрим, приоткроем эти 6 дверей как знаки судьбы. Достанем с вами 6 карт вот так наглядно и разберем, что для вас будет значить этот период. А вы будьте внимательны в реальной жизни к тому, что действительно происходит у вас, какие ваши, может быть, желания на будущее и какие предпосылки для этого. Тоже в этом подсказка. Какие люди появляются в вашей жизни, что происходит в принципе вокруг. Итак, первая дверь, самая важная, это как точка невозврата, очищение. Та, которую нужно закрыть вам. С чем связано или с кем? Что произойдет? Пусть это будет в конце месяца, но мы вот именно с этого начнем, чтобы приоткрыть завесу тайн. Вторая дверь. Дверь неожиданностей. То, чего вы не ожидали. Что изменится, мои дорогие? Давайте узнаем. Третья дверь, как знак судьбы. На пороге каких событий вы стоите. Это как ближайшее будущее, с чем будет связано. Или, может быть, ближайшее какое-то событие. Какие двери перед вами откроются. Четвертая дверь. Кто или что изменит ваши планы? Кто или что появится неожиданного, этого я тоже не исключаю. Или с кем, или с чем будут связаны определенные события. Пятая дверь. К чему все идет? Дверь или отдаленное будущее, да, а вот эту дверь мы с вами приоткроем. То, что будет развиваться потом, то, что для вас, возможно, очень важно. Ну и шестая – это дверь возможности, дверь вашей силы. И одновременно как шансы стучаться в вашу жизнь. Какую дверь судьба откроет сама перед вами. Вот давайте такие двери, 6 карт мы достали. И будем разбираться, что же нам тут подскажут карты. Итак, первое. Самое важное, как мы говорили, да, очищение или точка невозврата. Ну вот туда не надо идти, это точно, правда? Тут не знаю,
Карта уже, понятно, нам показан, вообще повешенный называется, нам показан человек, который сам себя поместил в куб с водой. Он показывает фокусы. Вы могли кому-то демонстрировать что-либо, да, или доказывать, вот, скажем, такой глагол произнесем. Именно человек через фокусы пытается доказать, что я выдержу, я смогу. Может быть, он и себе пытается где-то доказать, но все-таки он как бы среди людей находится, правда? Он демонстрирует. И вот обратите внимание, самое главное, как будто тут два персонажа. Вот представьте себе, что вы нырнули в этот куб. Может быть, с водой, да? Карта нам говорит, время пошло. Ты можешь как будто просчитаться. Ты рискуешь буквально собой. А вот эта персона, посмотрите, такое лицо неприятное само по себе. И выражение где-то среднее между кислым таким, да, недовольным. Но есть же такие люди, которым всегда плохо и всегда мало. Вот какая-то персона как будто наблюдает за вами. Или в вашем окружении не все друзья и братья, может быть и так. И кто-то вот именно наблюдает. Но мы говорим с вами, что есть риск. Воздуха как будто может не хватить. И карта четко говорит, пора всплывать. Тебе, если что-то случится, никто не придет на помощь. Никто не откликнется. Они собрались, потому что любопытно, что же там, чем у вас дело кончится, будем говорить вот так. Но это именно та дверь, которую вам нужно закрыть. Мы часто говорим по аркану повешенный, это бесплодное ожидание. Или когда мы, может быть, включились в какое-то дело, вопрос, и думаем, что, все хорошо идет. Ведь по повешенному ничего ж не происходит. В принципе, нет какой-то турбулентности. Может показаться, что так и надо. А нам говорят, да пора всплывать. Вот есть какая-то тема в вашей жизни, которая связана с задержками, может быть, с какими-то ситуациями, когда вы столкнулись с определенными людьми, наступило даже какое-то временное перемирие или, в принципе, перемирие, да? Но, тем не менее, человек за вами наблюдает. Или, может быть, вы как чувствуете по этой карте, может проходить еще, знаете, такой момент человека, который на что-то согласился, к примеру, из лучших побуждений. А потом пришло осознание, что нет, мы словно в ловушке. Зря я на это соглашалась или согласился. С чем это связано? Какую дверь вы закроете сами? Какая точка невозврата? Вам выпадает карта мага. Это мог быть действительно как какой-то конкретный человек, который вас на что-то уговорил. Возможно, по этой карте у вас был какой-то проект с конкретным человеком, и он касался именно будущего. Будущих планов, наметок, вы о чем-то могли говорить. Но, судя по всему, это точно. Тут мог быть и не один человек. Хотя я допускаю, что тут мы все разные, расклад все-таки общий. Вы могли именно оговаривать что-то, принимать какие-то условия, четко прописывать, да, как будто или на бумаге, или, может быть, это и устная была договоренность, но это был явно тот человек, которому либо вы доверяли, либо вам очень хотелось доверять. Все-таки вот не случайно все то, что я сказала по аркану повешенной, здесь действительно будет проходить какая-то персона, с которой вы взаимодействовали, причем персона такая. Овен часто за чистую монету воспринимает то, что говорят, или то, что обещают, мои дорогие. Вот однозначно, да, 13-й старший аркан. Я надеюсь, вы правильно понимаете, что это не про смерть. Очень редко эта карта именно говорит о реальной какой-то клинической, да, будем говорить о случае таком. Но у кого-то может совпадать та история, когда, может быть, и отношения закончились, или, может быть, действительно нет человека, земной путь он завершил, но он живет еще в вашей памяти. И тогда все равно аркан повешенный, то есть та история, которую вы не можете изменить, в принципе, уже как будто судьба уже что-то меняет. Уже она изменила, быть может, какое-то время тому назад. Возможно, кстати, если мы говорим, допустим, о работе, о каком-то деле, которое связано с документами, к примеру, или с какими-то планами, проектами. Тут ведь тоже так могло быть. Вы с кем-то договорились, это то, что я говорила в начале. Все-таки у нас впереди карта мага. А потом, как остались один на один с этой ситуацией или с этой проблемой. Вот вам это точно. Вам, причем быстро это надо завершить. Вот мы говорим, если это время
когда что-то проясняется, особенно мы смотрим 28-е, да, но это ведь событие, давайте правильно понимать, так вот, благоразумно, что если мы спросили, да, какая точка невозврата, а мы говорили по лунному затмению, это конец месяца, так вот в течение августа какая-то история вас может подводить к этому итогу. Вы можете слышать какую-то новость, причем та новость, которая внезапно ворвалась. Более того, вы можете конкретно столкнуться с таким человеком. У кого-то из вас может произойти, знаете, такой поворотный момент, когда, особенно если вы занимаете ответственный пост, может, я так не исключаю, прийти какая-то проверка, посетить, может быть, вас какая-то персона. Ну, посетить персона может любого. Тут даже не с руководящим постом связаны. Просто иногда проходят проверяющие, поэтому будьте внимательны именно по этой карте. То есть приходит человек, приносит какую-то новость. Может быть, он и действует так вот еще, или говорит вам как-то резко, потому что по этой карте это, знаете, больше скорость. Это когда, знаете, слова наотмашь. Это тогда, когда не выбирая, да, каких-то красивых фраз, не создавая какой-то картинки. Вот у вас такая правда может открыться. Или какая-то история, может быть, это ваш собственный инсайт. Я не исключаю, мы сами можем быть в роли вот такого рыцаря мечей, когда мы понимаем, да ну его, надо бежать, надо быстрее, надо вот именно теперь что-то делать, да, или, может быть, куда-то поехать. Возможно, у кого-то будет из вас с переездом или какой-то краткосрочной поездкой, когда вам нужно оказаться в определенном месте, может быть, с кем-то провести беседу. Или, в любом случае, мы ведь смотрим точка невозврата. Стало быть, даже какие-то разговоры или встречи, которые вам необходимо совершить и, может быть, где-то отложить. Будьте к этому тоже готовы в течение августа. Отложить свои предыдущие планы, те, которые, может быть, существовали у вас до этого времени, а переключиться на другое дело. Вам нужно что-то завершить. Смотрите, все карты кричат. Я больше не достаю. Поэтому подумайте, у кого-то может с чем еще совпадать. Тройка жезлов – это правда мог быть какой-то проект, которому вы верили. Вы думали, что он вам принесет будущее. Вы думали, что для вас откроются новые дороги, может быть, и обещания были со стороны конкретных людей. А нам все-таки мы говорим, маг, манипулятор. Где-то карта вам говорит, что тебе сейчас, Овен, нужно быть в тех же самых энергиях. И маг у нас, мы говорим всегда, что это практик. И практик, который манипулирует. Тот, который именно... Что такое манипулирование? Значит, нам нужно адаптироваться. И если мы даже сталкиваемся с такими людьми, ну так дважды, трижды нам нужно адаптироваться к тем энергиям, в которых находится человек. Нам другого, как будто, мои дорогие овны, не остается. Но, может быть, у кого-то это проиграется как знак зодиака Весы или Дева. Или, ну, пусть не всех, да, но может быть такое. Или асцендент, который имеет человек в этом знаке зодиака. И явно тут я могу предположить какая-то история, которую, возможно, вы уже пытались закончить, завершить, или как принять какое-то окончательное решение, но, может быть, прежде не получалось. Вот здесь, знаете, есть какие-то смыслы, как причина и следствие. Я в этом вижу определенную, ну, как взаимосвязь или цепочку развития событий. И вот теперь у вас вот точно, Овен точно знает, да ну его, мне это наверняка не нужно, мне это не пригодится, меня это как сковывает. Или вот жертвенность, да, проходит по этой карте, или я словно жертва какой-то истории, или того, на что я согласился, может быть и так. Давайте откроем вторую дверь судьбы, дверь неожиданностей. Чего вы не ожидали, что будет меняться? Рыцарь Пентаклей, ситуация по финансам. Ситуация может быть связана, кстати, с конкретными людьми. Я вот не исключаю, что будет меняться. Вы где-то сами будете меняться, потому что не хочется действовать, ну, где-то бегом, может быть, потому что один из медленных рыцарей, когда вы, пусть эта ситуация какая-то вас даже заставляет, да, быстро действовать, не забывайте, что у кого-то это в самом конце месяца может проиграться, а у кого-то еще дольше, мои дорогие. Коридоры затмений, как их можно предчувствовать за месяц, этот период, но точно так же иногда и чаще всего, они сами по себе, какие-то события в развитии, да, они могут продолжаться до 3 месяцев, а в целом значение
Мы говорим, что будет иметь как минимум до конца марта 2028. Но вот не хочется вам, наверное, торопиться. С чем это связано? Я не исключаю, что тут может быть какое-то предложение в вашу сторону, ваш адрес. Давайте я соберу все карты. Так будет до полной колоды как-то более правильно, да? Подведем вниз. Что за неожиданности? Сама ведь карта не предусматривает неожиданности. Но для кого-то это может быть новый человек на пороге. Или кто-то к вам буквально спешит возобновить общение. Я такое не исключаю. Возможно, были какие-то тоже договоренности. Или вы кому-то едете. Подарок, безусловно, по этой карте тоже проходит. Или иногда проходит, как знаете, какая-то помощь. Давайте посмотрим, что еще. Я должна сказать, что пусть не в этой колоде, но все-таки мы все разные. Иногда эта карта «Рыцарь Пентаклей» будет означать, особенно для тех, у кого сложное финансовое положение. У вас в вашем окружении есть человек, который вам поможет. Или у вас сложная ситуация по документам. В вашем окружении есть человек, который вам поможет. Вот такая редкая трактовка, но я знаю, что в моих, как минимум, раскладах она работает на 100%. Ваша задача, мои дорогие овны, найти этого человека. Понятно, что если мы никому ничего не рассказали, а тут у вас какой-то выбор, тут выбор стоит такой очень серьезный, как поступить. Тогда, может быть, профильтровать ваше окружение и подумать. Ведь, знаете, иногда человек, ну, как бы так невзрачно выглядит. Мы можем на кого-то и не думать, что он располагает сведениями или он имеет какие-то финансовые возможности. А есть люди, к которым мы не хотим обращаться. Вот тут какой-то сложный выбор. И не должно быть, мои дорогие, иллюзий. Потому что задача, я бы сказала, решить какой-то вопрос, что меняется. Вам как судьба открывает определенную дверь. Точнее, вот обратите внимание, буквально пойдем по карте, дверь закрыта, а вы как будто кого-то встречаете, да? Вы уже готовы к чему-то, ну или готовы к разговору, или к продолжению, или к интересу, например, посмотреть, что там за подарок, что ты там принес такое интересное, да? Ну, я шучу, конечно. А кто-то именно к вашим дверям подходит. Поэтому будьте готовы, тут именно есть какой-то человек, с которым все-таки Пентакли у вас может быть как и деловое сотрудничество или буквально конкретная помощь и поддержка. Итак, вот эту карту я доставала, мы ее достанем. Да, у вас какая-то ситуация, вот ни шатка, ни валка. Может быть, она и была связана с деньгами, когда все-таки четверка пентаклей. С одной стороны карта якоря, а с другой стороны драйва нет, ничего не происходит. Все слишком как-то обыденно. Или нет какого-то прогресса. Вот тут дважды, трижды какой-то выбор. Вот смотрите, вы можете... Даже перед тем, как найти конкретного человека, ну, может быть, красным персоном, то есть вы его, может быть, не найдете быстро. Или если мы говорим, много людей, может быть, приходят на ваш порог, к вам обращаются, а вот вам придется отфильтровать это окружение и понимать, вот, потому что перемены как будто будут связаны, мои дорогие, именно с конкретной персоной. И после, может быть, в процессе беседы разговор какой-то состоится, вы действительно будете... еще раз словно на выборе, но этот выбор будет касаться чего-то более конкретного. То есть, если мы говорим, сначала это, ну, как в целом, как аура какая-то, да, или много общения, или, может быть, как выбор, как будто найти нужно, да, если этого конкретного персонажа. Выбор среди разных людей. Такие вы это сделаете, вы как будто определяетесь с чем-то, да? Вы понимаете, что вот именно конкретный человек может быть для вас очень важным, но далее как-то так все складывается, что вам нужно будет, тут не просто будет какое-то предложение, а тут у вас будет сложный вопрос. Почему? Потому что мы всегда по восьмерке чаш ищем выход, и мы его находим. Но напомните, что вы делаете выбор дважды. И более того, вам может поначалу, как я говорила, показаться, что, а нет, это что-то несущественное, это что-то несерьезное, а тем не менее это вам по судьбе, мои дорогие. Вот тут какой-то сложный выбор, что меняется. От вашего выбора меняется ваша жизнь. Это и есть причина и следствие, как закон кармы, закон судьбы. И может быть это такой заключительный экзамен, как судьбоносный экзамен. Правильный ли вывод, правильный ли выбор сделает Овен. Для кого-то из вас это будет необходимо еще подписать какие-то документы или обратиться
Вот смотрите, для вас как заканчивается какая-то история, которую вы либо видели как-то по-своему, либо, ну, почему-то вот у вас сложилось определенное мнение, а на самом деле реальность, она другая. Тут может быть даже тот человек, который вам открывает глаза на то, что происходит на самом деле. И вас это в некоторых вопросах может удивить. Кстати, я должна сказать, что почему вот выбор. У кого-то может возникнуть неприятие, то есть человек думает как-то по-другому. Или вам он может показаться слишком продуманный, слишком расчетливый. Но не сбрасывайте со счетов, потому что даже такие персоны, может быть, одна такая персона пытается войти в вашу жизнь, для вас именно какой-то баланс устанавливая, справедливость. Потому что тут как не должно быть иллюзий. Вот смотрите, две, по сути дела, карты искаженного восприятия. Если мы говорим, это карта иллюзорного успеха, а это карта искаженного восприятия, внутренних страхов. Это вот, знаете, эмоции, наше настроение, которое не находится в балансе. А это, знаете, как синкопа, то вверх, то вниз. То есть эмоциональный фон, связанный с конкретной историей, либо финансовым, либо с конкретным человеком, ну, может вас штормить. Так что же изменится? А тут не просто для вас судьбоносный смысл. Смотрите, здесь вы можете исполнить как будто свое желание. Вот, кстати, карта звезда, аркан. Это старший аркан, я часто по нему говорю. Это выбор правильного направления. Причем лет на 10-20. Может быть, у вас коридор затмений, как и смена кармических узлов. Складывает такой новый сюжет, который он не сам вам преподносится как на блюде, да, или как на ладони. Мы можем четко просчитать, что-то видеть, а тут, может быть, придется еще вам самим находить дополнительную информацию, кому-то обращаться к юристам, к адвокатам или к специалистам, я тоже не исключаю. И постоянная аналитика. Прежде чем, вот посмотрите, ведь по сути дела, что семерка кубков, четверка пентаклей, да, это не есть, что, знаете, как крах какой-то, все-таки у вас уверенность выпадает, да, или как якорь, он есть. Но есть какая-то и тема, которая тянется из прошлого, возможно, и она все никак не решается. Так вот, время решить именно у вас до конца августа, потому что это время вам открывает какой-то значительно более далекий путь, когда сбываются ваши мечты. Сияйте, как звезда, мои дорогие овны. Для кого-то это стать популярностью. Может быть, не просто популярным, а когда, если, к примеру, вы не связаны с медиа, или, в принципе, для вас эта популярность не играет какой-то роли, но тогда это построить карьеру. Иногда по этой карте проходит расстояние. У кого-то может проиграться вопрос переезда. Еду, не еду, соглашаюсь, не соглашаюсь. Может быть, оформить какие-то грамотно, причем документы, так, чтобы вы спали спокойно лет 10-20. Или когда были уверены, что вот теперь моя жизнь и еще более как-то стабилизируется передо мной. Все-таки по аркану звезда открываются новые перспективы. Вот такой поворотный момент, вот такие двери, которые перед вами, и все это как-то будет связано как минимум с одним человеком. Будьте к этому готовы. Давайте я соберу. Вторая дверь. Действительно, неожиданно. Тут неожиданно и правда может проходить. Итак, третья с вами дверь. Смотрим, на пороге каких событий вы стоите. Ближайшее будущее, самое ближайшее событие. Какие двери откроются перед вами. Как шикарно. Вопросы статуса. Карта императрица. В первую очередь это статус, поэтому, правда, у кого-то может быть по личной жизни. Кстати, по жилью я этого тоже не исключаю, по возможному переезду, который, как мы с предыдущей позиции поняли, что вы будете, не где-то в галопе решать, а именно анализировать что-то придется, дополнительную информацию искать. Может быть, и группу, как одного человека, но это уже двое, как группа поддержки. Правда, можно так сказать, один человек в нашей жизни значит порой очень много. У кого-то могут проигрываться вопросы по части детей, почему нет. Но ведь императрица – это та, кто надеется сама на себя. Мои дорогие мужчины, даже если вы смотрите, эти энергии могут быть присущны вам. Это те добрые энергии, которые императрица все-таки это та, которая способна договориться даже с несговорчивым императором,
А если мы о Таро говорим, то сигнификация вашего знака зодиака – это и есть именно император. Может быть, договориться с самим собой. У кого-то из вас напрямую могут проигрываться важные женщины в вашей жизни. Это я сейчас о мужчинах. Или любимая женщина. Мои дорогие девочки, но тут я должна сказать по императрице, все-таки надейся сама на себя. Если для мужчин это мы говорим, да, более такие лояльные, дипломатичные энергии, ну для вас-то это тоже, но, видимо, и вам придется, будьте к этому готовы, рассматривать какие-то позиции, варианты, о которых вы, возможно, прежде даже не думали. Но вы сами открываете те двери, как будто, может быть, вот исходя вот из этих двух предыдущих позиций, как складывается обстановка, но вы ведь как будто вам ближайшее будущее дарит возможности, по сути дела. И для этого вам придется как и договариваться. Ну и поскольку у нас дипломат великий, императрица, стало быть, какой-то почетный компромисс я не исключаю. Но и забота о себе, забота о теле, забота о здоровье. Или эта ситуация может быть связана с кем-то из далеких родственников. У кого-то все-таки статус может проиграться, как связанный с работой. Но для этого, да, вот нам говорят, десятка мечей, нужно изящно завершить что-то. Вам действительно придется что-то выбирать, потому что у вас как будет приятная, радостная новость. Вам что-то понравится. Причем, вот смотрите, мои дорогие, совсем скоро, в будущем вы будете ощущать, что я в каком-то вопросе, который касается личной жизни, даже не хочу оглядываться назад. Перед вами, как сама судьба, откроет совершенно новые двери. Смотрите нулевой аркан. И это всегда новый жизненный цикл. Король жезлов, карта харизматичного лидера, поэтому у кого-то может проиграться страстная любовь, мои дорогие. Все-таки я не исключаю с карты императрицы. И неважно, кто смотрит, девочки мои дорогие, мужчины. То есть все равно тут энергии мужчины и женщины идут. Поэтому мы с вами скажем, что у кого-то это будет связано, может быть, с последующей важной встречей, я этого не исключаю, с какими-то договоренностями в течение августа. Возможно, важные разговоры вам придется проводить с тем человеком, который вам может показаться немножко сам по себе. Но и вы-то тут тоже в таких энергиях, как будто сам по себе или сама по себе. Но, видимо, так складываются сюжеты, ближайшее будущее, когда вы будете вдвоем, или, по крайней мере, можете обсуждать какие-то вопросы, которые связаны с властью, с официальными инстанциями, с документами. А для кого-то это может быть рабочий процесс, точно, и больше контактов, как с руководителем. Здесь, как знаете, соединяются несколько сфер вашей жизни. У кого-то и работа, и личная жизнь, и дом. Все-таки аркан императрица. У кого-то работа на дому. Или желание вторичного дохода, или работать на дому. Вот здесь у вас что-то получится, потому что дополняет восьмерка пентаклей. Чаще всего это когда мы работаем сами на себя. Или по этой карте мы строим карьеру. И мы как будто достигли уже определенных высот, но понимаем, что наступает время идти вперед. И одна из лучших карт в колоде на деньги, и поэтому не будет нужды, скажем так. И мы говорили с вами где-то, да, по предыдущей позиции, что как раз открываются финансовые возможности, и ваша задача их рассмотреть и увидеть. Это более чем, мои дорогие, у кого-то получение крупное денег. Возможно, это какой-то гонорар, который где-то там загулял, задержался. Вы останетесь, безусловно, чем-то довольны. И это будет касаться, ну, как работа, труд или ваше, как новое вдохновение. Императрице, ох, как свойственно вдохновение, причем она знает, как это вдохновение на какую-то конкретную основу переложить и, может быть, сделать деньги. Почему нет? Вот тут Овен богат на идеи. Не случайно есть поговорка: если у тебя нет идей, займи хоть одну у Овна. Она редко используется, но она такая имеется. Поэтому вполне вероятно, не отказывайте себе в чем-то. И мы не говорим о том, что мы тут прям куда-то торопимся, да. Тут я, знаете, что хочу сказать, мои дорогие любимые овны, кто-то вам будет уделять знаки внимания. Я не исключаю, что кто-то готов будет в вас даже вкладываться. Кому-то вы будете очень дороги, любимы. Может быть, как и сотрудник, все-таки аркан императрица очень емкий.
Но для кого-то это личная жизнь. Но это не просто, знаете, как эмоции, чувства. Нет, тут даже личная жизнь может быть в другом контексте. С позиции благополучия, денег, совместного проживания, где, как. Опять же, практика. Помните, у нас выпадал аркан мага. Может быть, какая-то история, вот, к примеру, которая тянется слишком долго, и вам надо быть магом и волшебником, чтобы тут как-то позиции правильно соединить. Но это событие ближайшего будущего. По сути дела, это совсем скоро. Давайте 4-ю дверь откроем. Кто или что изменит ваши планы? Кто или что появится неожиданно? Ого! Вот это да! Аркан колесницы, посмотрите, как народ, толпа приветствует какую-то знаменитость. Вот правда, сияйте, как звезда, мы говорили, да, с вами, выпадала в позиции предыдущей. Поэтому по аркану колесницы тут у кого-то может проиграться как успех ваш. Ведь это тот успех, который, ну, буквально врывается в нашу жизнь. Это как какая-то возможность, но я не исключаю по аркану колесница. Вы можете менять или задуматься, поменять авто ваше, или какие-то вопросы с автомобилем. Кто-то, может быть, банально пойдет учиться на права, да, чтобы получить права и быть более мобильным. А для кого-то это будут, опять же, вопросы поездок, переездов. Но я также не исключаю. У кого-то это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии рак. Ну, как вот ни странно, но аркан колесница, если мы про астрологию, вот есть такое значение. Поэтому вполне вероятно, давайте в целом посмотрим карта успеха. Тот успех, который не заберет никто, это то, что будет продолжено. Поэтому, что изменит ваши планы или кто? Я тут предполагаю, что тут как все-таки старший аркан. У тебя сейчас Овен. И, кстати, по всем астрологическим транзитам, помним, что Юпитер в знаке Лев, солнечное затмение – это тоже во Льве. Здесь соединяются именно такие энергии Солнца, Юпитера, когда для вас по части популярности, труда, заработков, прогресса по работе или как вот эта самодостаточность, которую вы достигаете, то вот здесь этот прогресс идет семимильными шагами. Поэтому у вас быстро какой-то, как тема, которую вы задумали, ну пусть это даже, мы говорили, последствия, то есть тут нужно будет, ну как бы быть готовым к тому, что не просто взяли за одно дело, а потом бросили. Нет, тут нужно будет что-то продолжать, потому что это имеет смысл перед вами, вообще другое качество жизни открывает. Здесь сама судьба, потому что старшие арканы – это не то, что зависит от нас, а это где-то и люди, предыдущая позиция тоже, и одновременно стечение жизни, как или стечение обстоятельств. Так что же или кто появится неожиданно, с чем, с кем это связано? Попажу чаш, тут какие-то приятные эмоции, вам будет что-то нравиться. Вам будет нравиться какая-то новость. У кого-то, правда, популярность. У кого-то решение вопроса, того вопроса, который, кстати, для вас неожиданно. Потому что по 8 жезлов это карта скорости. Я иногда называю эту карту карта доброй трансформации. Как 1000 дорог сходятся в одной точке. Ну, как минимум 8 жезлов. Кто знает, может быть, у вас наступает тот период, когда для вас в ближайшем будущем будут решены 8 даже каких-то тем или вопросов. Как-то так складывается, да? Или как его величество случай. Но здесь для кого-то может быть получение важной бумаги. Точно, королева жезлов. Важного документа. Возможно, правда, взаимодействие с конкретным человеком. Заново выпадает рыцарь Пентаклей, но в другой колоде. Поэтому мы с вами уже доставали эту карту, и это дверь неожиданностей. Я только что сказала, тут может появиться неожиданно. Поэтому 2-я позиция и 4-я. 2-я и 4-я дверь. Это, знаете, как двери рядом. Или дверь из одной и в другую, в следующую. Можете пересмотреть, переложите именно на палитру ваших событий судьбы. Что у вас в вашей жизни происходит. Потому что посмотрите, какие большие возможности идут перед вами. Ну, давайте посмотрим, с чем, с кем это будет еще связано. Ну, вот интересно. Тут 1-я, 2-я, да тут все позиции, может быть, как для вас, не просто переплетаются, а вам придется какое-то очень важное решение принимать.
Может быть, оно и будет связано с такой эмоциональной трансформацией. Очень красивая карта в этой колоде, как будто уже звезда на восходе. И неважно, что там было. И карта называется «Перерождение». Но это значит, что как только какую-то дверь у нас будет силы, и будут силы, или мы, ну, поймем, что нецелесообразно, может быть, как и ожидать что-то, собой рисковать, или откликаться, может быть, на все подряд, да, а потом оставаться один на один с какими-то проблемами и героически их решать, Овен может. Пусть не каждый, не все вы, да, но многие из вас это факт. Наверное, не раз кто-то думал, вот зачем я согласилась, или вот зачем я поспешил. Ну вот если бы, ну вот как-то так немножечко, да, умеренно бы действовал, а не опрометью сломя голову, то, наверное, какую-то бумагу бы не подписал или, ну, с кем-то, глядишь, не пообещал того, чего не надо, или наоборот, не разорвал даже отношения. Вот такое вот бывает. Мы все, не только Овен, мы все быстры задним умом. Тут правда, тут вот смотрите, будьте готовы к тому, что словно будущее перед вами откроет двери именно тогда, когда завершится эта трансформация, когда вы, может быть, вот так отчетливо понимаете, что ну вот в чем-то, ну никакого смысла нет. Более того, вы сами что-то не захотите продолжать. В этом своеобразная помощь, но к этому нужно быть готовым, потому что у кого-то из вас планы могут меняться кардинально, у кого-то могут последовать, будьте вот еще внимательны, такие события, которые связаны с обстоятельством, может быть, когда в жизни людей, с которыми вы общаетесь, или с которыми у вас ну, что-то общее есть, да, я не конкретизирую, потому что сложно. Расклад, опять же, общий, а тут две карты старших арканов. Когда вот именно у людей что-то происходит, но это воздействует и на вас, тут вот именно одна дверь счастья закрывается, которая была связана с прошлым. Ну, это не более чем фраза известная. И говорят, когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Как ни странно, эта фраза принадлежит, не помню я фамилию, имя, принадлежит девушке, женщине, которая жила очень давно. Она была зрячей ровно 9 месяцев. И тем не менее, она это помнила всю свою жизнь. И вот эта слепота не помешала ей добиться очень больших успехов. И, по-моему, она была первой, которая получила высшее образование. Ну, я не буду уже утверждать такие детали, но вот кто бы мог подумать, да, когда одна дверь счастья закрывается, на смену открывается другая дверь, но мы ее не замечаем. То есть иногда судьба нам преподносит такие сюрпризы, и мы где-то отчаиваемся или думаем, ну почему вот дорого любимо, а вот оно нет, ведь по аркану башни все-таки трансформация и такой важный момент. Вам ведь запрыгнуть надо успеть последний вагон уходящего поезда. А на кону ваш успех, ваша популярность, новое качество жизни. Сам по себе прогресс. Вот подумайте, что это может быть. Возможно, вы откроете в августе через какое-то время заново наш расклад и пересмотрите. Или в конце я буду благодарна вашим комментариям, потому что мы ведь часто не понимаем, о чем, да? И я пытаюсь вам просто прочитать карты, а вот смотреть, ну, по моему мнению, когда уже мы где-то прошли, да, вот этот путь, смотреть и анализировать, как это проигралось в моей жизни, это всегда интересно. Поэтому пишите, мои дорогие, с удовольствием все читаю. Итак, пятая дверь. И пятая дверь, к чему все идет? Или события отдаленного будущего. У вас все арканы шикарные, мои дорогие. И вот смотрите, восьмерка жезлов. Тут какая-то скорость продолжается. Тут как по нарастающей. Снова восьмерка жезлов. Но здесь как будто нет закрытых дверей. И пусть они даже все закрыты. Вы будете словно подбирать ключи. Поэтому, если мы говорим отдаленное будущее, может быть, это первые какие-то шаги, которые вы делаете, мои дорогие овны, именно в августе, с чем-то определяясь, или проясняя для себя какую-то историю. Возможно, тут вам будет как в помощь получение какого-то известия, может быть и встреча, контакт с каким-то человеком, но и опять же это какой-то выбор. К чему же все идет? Давайте узнаем.
Рыцарь жезлов, правда, будь Овен готов и еще к неожиданностям, может быть, в последующий период. Здесь придется менять энергии, может быть, где-то ускоряясь в некоторых вопросах, а где-то вам придется и притормозить, может быть, для того, чтобы продумать какую-то историю, словно подобрать ключи, или для кого-то будет регламент, имеется в виду, как ожидание каких-то документов. Здесь будут и те темы, правда, будьте готовы к тому, что, может быть, не все вопросы вы как закрыли, вот именно в августе, что-то будет продолжаться на последующий период, и вам придется принимать еще какие-то мудрые решения, мои дорогие. Но определенно вам что-то нравится. Тут, знаете, во-первых, хочется сказать, вы не одни в какой-то истории, либо у вас есть такой попутчик, как по жизни, да, может быть, ваш близкий человек, может быть, это жезлы, дела, работа, бизнес, есть, может быть, и человек, который как единомышленник, но все-таки нам туз чаш говорит, что даже если это рабочий процесс, или пусть это в творчество, вдохновение, или улаживание каких-то вопросов по документам, иногда тоже проходит, то вам как будто либо человек в помощь, либо как-то так складываются события, что у вас больше получается. Точно, вам как по судьбе какие-то двери открыть еще, мои дорогие, к счастью, к процветанию, к изобилию, к каким-то важным договоренностям. Для кого-то это может быть брак, мы все разные, или отношения, которые, может быть, будут или должны развиваться. Не упустите какую-то возможность, кстати, по части личной жизни. Тут ведь, смотрите, у вас и императрица выпала, карта Иерофант, это как по судьбе, да? Но это не быстро, лестница. Вот мы не можем ее так проскочить. Нам именно нужно как бы на каждую ступеньку подняться, потом отдышаться, осмотреться и только тогда идти вперед. Но для кого-то все-таки Иерофант – это провластная карта. Поэтому могут проходить недаром иногда венчания, какие-то церемонии проходят, да, или это ритуал, будем говорить, имеется в виду те ритуалы, которые, я не про эзотерику, а те, которые связаны с какими-то инстанциями, подписаниями документов, менталитетом, то, что принято в обществе. И рядом шикарная карта, десятка чаш, а это все, что вы хотите. Во-первых, это двое, вот я не случайно говорила, у кого-то напрямую касается личной жизни. Но здесь у нас рыцарь жезлов, и это всегда неожиданности. Это, кстати, даже может быть такое поведение человека, когда вы не ожидали от него такого поворота, а он произойдет. И это мы смотрим уже на отдаленное будущее. Кто знает, может быть, у кого-то до конца года. Примите во внимание, до 11 декабря Сатурн, планета кармы, в ретро-движении приносит нам какую-то прежнюю историю, как возвращает, для того, чтобы, а, кстати, по Сатурну это вот где-то как раз и провластные вот эти карты, и старшие арканы, но у нас также еще и Плутон, который до середины октября, поэтому есть какие-то темы, которые у вас, как знаете, они только закручиваются, хочется сказать, в какой-то сюжет, а сам сюжет будет продолжаться как минимум полгода. Но смысл есть ради чего стараться. И, кстати, единственное, что карта нам говорит, что, может быть, тебе придется, кстати, Овен о себе много не рассказывать. Вот храните тайну. Когда Верховная Жрица выпадает, нам сразу говорят: молчание золото. И если о тебе меньше знают, то ты спокойнее спишь. Не растеряйте свое счастье. У вас могут быть люди, которые даже будут спрашивать, как выведывать, какие-то дополнительные вопросы, может быть, вам даже задавать. Помните, счастье и удача любят тишину. А для вас посмотрите, какой сюжет. Вам именно, мои дорогие овны, судьба преподносит как какой-то подарок. Это на отдаленное будущее, это уже не про август. Как я сказала, как минимум до конца года, то для вас тут может что-то сложиться очень хорошо. Но чтобы не плодить завистников, поэтому храните молчание. Итак, 6-я дверь, мои дорогие овны, и это та дверь возможностей, какие, прямо вот в тему, да, какие шансы стучаться или какая дверь, судьба, как открывается эта дверь по воле судьбы. Верховная жрица, опять же старший аркан. Вот давайте мы и рассмотрим с вами, и именно последнюю дверь я приготовила. Еще одну колоду, колоде Евы, и давайте мы с вами узнаем, какие же шансы стучаться в вашу жизнь, как будто какую дверь судьба откроет сама перед вами,
Верховная Жрица. Что это вам нужно предусмотреть? Нам снова выпадает 13-й аркан, что предварительно, вот как будто карта, старший аркан еще раз, говорит, ну, нужно закрыть какую-то дверь. Тебе как нужно разобраться в каком-то вопросе. Или тебе нужно определиться с самим собой, самой собой. Тут вот есть то, что уже не имеет дальше прогресса. То, что как раз, может быть, прежде было связано с каким-то разочарованием. С тем, что вам казалось, что да, вот смотрите, какие возможности. Вас тут как будто сама судьба избавляет, я бы сказала, от каких-то прежних переживаний. От того, что вы, может быть, много раз начинали какие-то проекты, оно не шло. У кого-то, может быть, это была та история, когда, кстати, было и предательство. Может быть, даже со стороны близких людей. Кстати, я не исключаю. Или как-то человек вот так себя повел. Вот значит, вам это как будто 13-й аркан говорит тебе, это воин, просто необходимо не держать обид. Или какие-то темы, которые, может быть, и были связаны между вами и вашим любимым человеком. У кого-то история любви. То, что, по сути дела, уже в реальной жизни, оно не продолжается. Вот вам это нужно как в себе сбалансировать, мои дорогие. Тут есть те вопросы, посмотрите, карта силы. Понятно зачем, да? Как будто кумулирует сама судьба всю вашу силу, чтобы не распылялась на то, что уже не прогресс, мои дорогие. Вам придется, видимо, как я часто говорю, карта критического мышления, не одну какую-то историю или не один какой-то вопрос оценить с позиции здравого смысла. Эмоции тут вообще ни при чем. Потому что, ну, есть какие-то темы, вы можете думать или ожидать какого-то прогресса. Или, может быть, в течение августа месяца кто-то из вас вот именно сам будет наполнен такой энергией, когда вы, каждого, мои дорогие овны, кто-то, по крайней мере, из вас, будет рассматривать словно и в бинокль, и в микроскоп, и подальше, и поближе. Кто чего стоит, как будто вот так вот будет у вас желание разузнать о человеке или обдумать какую-то ситуацию. Вообще, должна сказать, судьба перед вами открывает, знаете, как рационализм или как холодное мышление, да, холодная голова. Судьба перед вами откроет еще какую-то возможность, которая, возможно, принесет вам, опять же, как шансы оформить какие-то документы, ну, может быть, легализоваться у кого-то. Или, я знаю, что это для многих актуально. Я не могу сказать, что это как-то очень быстро пройдет, но есть определенные какие-то зацепки, но, может быть, от вам для того, чтобы на это решиться, вот это холодная голова и такое, знаете, как холодный рассудок, здравомыслие вам потребуется. Для кого-то из вас, какие судьба открывает двери, 2 короля и больше, в моих раскладах всегда символизирует о том, что хотим мы этого или нет, но как будто по инстанциям, конторам, учреждениям ходить нам придется. Или согласовывать что-то с чиновниками. И тогда первая карта у нас сила. Вот смотрите, как открывает. Что-то мы тут закрываем. Ну и понятно, что тут закрываем. Увы, какая-то грустная история, когда, ну, совсем и внутренне как-то нам было нехорошо, плохо, разочарование. Но и внешне-то вот что-то не сложилось. И смотрите, еще 3-й старший аркан. Вам придется, Верховная Жрица – это карта интуиции, карта Луна тоже. И поэтому шансы доверяйте себе. Вам может приходить даже такая интуитивная подсказка, что вот нужно действовать так. Учитесь слушать самих себя. И пусть будут такие ситуации, когда вы пока еще не нашли, ну, как подтверждение, реального подтверждения. Или как, знаете, представьте себя, словно вы на развилке дошли до какого-то момента, идя по дорожке, когда расстраивается эта дорога. И одновременно в 2 стороны не пойдешь, и вам придется делать этот выбор какой-то сложный. И слушайте тогда, что вам подсказывает интуиция. Для кого-то из вас, может быть, даже есть 2 дорожки, а кто-то найдет 3-й путь. Ну вот вообще удивительно. Снова выпадает Верховная Жрица. Это карта мудрости. Да, это карта тайн. Тайн, поскольку в основе этой карты лежала когда-то карта Ля Папесса. Так она называлась. Первые колоды это были итальянские колоды.
И в последующем эта карта была названа Верховная Жрица. Но если мы вспомним исторический факт, я сейчас его не обсуждаю, потому что он всячески популяризирован, и книги, и статьи, и фильмы. Но когда во главе католической церкви стоял не папа, а папесса, и она скрывала под мужским платьем то, что она женщина, и тем не менее никто же не догадывался. И она сумела добиться больших высот, у вас выпадает 2 карты. Таким образом, она себя сохраняла, мои дорогие. То есть вот у вас какие-то вопросы, когда себя и сохранять надо. Правда, молчание для вас это золото или вас бережет. Но смотрите, у вас аркан Луна, Верховная Жрица. Я не исключаю, мои дорогие, какие двери судьба откроет перед вами. Мои дорогие девочки, кому это именно соответствует по возрасту и желаниям. Вполне вероятно, 2026 год, может быть и чуть дальше даже, беременность у вас ожидается, может быть и так. И тогда это как шанс, это какой-то очень важный ребенок. Обалдеть можно, правда. Ну, я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Ну, ведь посмотрите, да вам тут что-то по судьбе. Аркан, справедливость, это как правосудие. Вот именно что-то приходит в вашу жизнь, что вам нужно будет удерживать, потому что для вас это шанс. Слушайте свою интуицию. Потому что тут не переложишь вот какой-то вопрос на, знаете, на то, что вам кто-то может дать совет. Тут больше сам себе совет будет давать Овен, и у вас будет какая-то история. Нет, тут будет какой-то человек рядом с вами. У вас вы и какая-то персона. По королю Пентаклей это очень часто бывает наши близкие, наши супруги, да? Все-таки женские энергии, мужские присутствуют. Именно в 6-й двери, двери возможностей, я тут вижу какой-то союз, когда вы можете, конечно, решать и вопросы по документам. Может быть, у кого-то это Пентакли, у кого-то и с банками связано, с работой, с оформлением. Как я говорила, может быть и легализация у кого-то, но у кого-то и личная жизнь, и более того, появление новой жизни, да, буквально нового человека на свет. Вот тут что-то для вас судьба открывает восхитительное. То, что вы даже не ждете и не предполагаете. Ох, как интересно. А ведь эта карта мага, мы ее с вами видели по первой позиции. Но это вам придется быть таким великим практиком. Это вам словно магом и волшебником. Хотя для кого-то может проиграться. Все же опять же вспомним, что ретро-Плутон и ретро-Сатурн. И для кого-то из вас вот все то, что я сказала, может быть связано с тем человеком, с которым как раз у вас были прежде сложные взаимоотношения, когда вы даже расставались, а потом судьба через ваши сомнения вам как будто возвращает эту персону для того, чтобы какая-то совершенно иная история сложилась. Вы как соединены с каким-то человеком, и это то, что соединено судьбой, не может быть разделено людьми. Тут явно что-то продолжится. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте. Гороскоп на август уже опубликован. Прочитайте, подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.